Всем привет! Сегодня я хочу с вами немножко поговорить. Я хочу вам рассказать про базовую глазурь для пряников. Я не понаслышке знаю, какой она должна быть, потому что я несколько лет подряд рисовала пряники в больших количествах, поэтому я готова поделиться с вами своими знаниями и рассказать, какой консистенции она должна быть и как сделать пряники так, чтобы они были красивыми, аккуратными, чтобы покрытие было глянцевым, ровным, аккуратным, а рисунок не растекался. Итак, базовая глазурь делается всего из двух ингредиентов. Это яичный белок и сахарная пудра. Далее подробный рецепт. Обязательно посмотрите и обратите внимание на то, какой консистенции она должна получиться в конце. 40 грамм белков вливаем в миску, всыпаем 250 грамм сахарной пудры мелкого помола, добавляем 1 чайную ложку лимонного сока и взбиваем миксером до пышности массы и устойчивого состояния. Посмотрите, какой консистенции получается глазурь. Держится на венчике и не стекает, но при этом она достаточно мягкая. После того, как базовая глазурь готова, мы разводим ее до двух консистенций. Для бесконтурной заливки и для контурной. Бесконтурная – это ровное, гладкое покрытие, которое позволяет покрыть большую поверхность ровным слоем и, например, посыпать ее какими-то красивыми посыпками. А контурная – это та, которая позволяет нам сделать четкий, красивый рисунок, который не будет растекаться. Далее я рассказываю, показываю, как их нужно делать и какими они должны быть по консистенции. Важный момент, если вы хотите окрасить глазурь какими-то пищевыми красителями, это можно, конечно, делать, но окрашивайте глазурь в первую очередь перед тем, как добавить воду до нужной консистенции, так как красители жидкие, они глазурь уже разжижают, поэтому возможно, что воды в дальнейшем вам понадобится добавить чуть меньше. Я положила базовую глазурь в 2 разные миски и разведем сначала для бесконтурной заливки. Для этого в эту базовую глазурь начинаем добавлять по капле воды. Сначала я добавила чайную ложку и хорошо перемешиваю. Вижу, что недостаточно, добавляю еще каплю воды, и когда вы увидите, что глазурь стекает с ложки и при легком потрясывании расходится в общей массе, значит, это именно та консистенция, которая нам нужна. Теперь сделаем контурную глазурь. Снова берем базу и также по капле добавляем воду. Прям меньше чайной ложки. Перемешиваем. И когда глазурь стекает с ложки и не расходится в общей массе сразу, то глазурь готова. Перекладываем глазурь в кондитерский мешок и отрезаем тоненький носик. Посмотрите, как легко контурной глазурью рисуются тонкие ровные линии. Я слегка нажимаю на мешок и веду линию. Не прилагаю никаких усилий. Мешок держим за верхнюю часть, там, где вы завязали узел, а не у основания, как ручку. Так вам будет гораздо легче и удобнее на него слегка надавливать. А теперь зальем пряник бесконтурной глазурью. Сначала я делаю контур, это все делается той же бесконтурной жидкой глазурью. И уже затем я начинаю от прям контура рядышком его полностью заливать. Также слегка надавливаю, но здесь усилий придется приложить немножко больше. Можете положить рядом зубочистку, чтобы какие-то вот такие дырочки немножко поправлять. И на свежую глазурь еще посыпаем какую-то посыпку и убираем в сторону. Когда вы покрыли пряники глазурью, например, покрыли бесконтурной заливкой, подождали, пока она схватится до матового состояния, сверху вы можете прорисовать уже после этого контурной заливкой рисунки, и вот в таком вот состоянии, положении ставить высыхать. Если вы рисовали утром, оставляете на целый день. Если вы рисовали вечером, например, обычно я рисую уже, когда укладываю детей, я оставляю на ночь, и уже утром пряники у меня высохшие, и я спокойно их упаковываю либо в какую-то герметичную коробку, либо в какие-то пакеты очень аккуратно, ровно раскладываю. И вот в таком виде оставляю их храниться. Хранятся они очень долго, и все сроки хранения будут прописаны под этим видео. Я надеюсь, что вам было полезно, познавательно, понятно. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я вам обязательно на все отвечу. Я желаю вам творческих успехов и до встречи!